Всем привет, друзья! Огромное вам спасибо за поддержку. Спасибо за ваши идеи и теории. Я внимательно читаю ваши комментарии и иногда добавляю фразы, имена и различные фишки, которые вы предлагаете в новые рассказы, как небольшие отсылки для внимательных слушателей. Ну а сегодня вас ждет новая история. Как всегда, перед началом советую надеть наушники. У этого рассказа особое звуковое оформление и аудиосопровождение. Приятного прослушивания. Красный Яр. На севере Архангельской области есть гидропост Красный Яр. Место обычное только на карте. На деле это деревянная избушка на скальном берегу, дизель, рация, 2 помоста для замеров и река, которая шумит так, будто ей все время что-то не нравится. Сюда раз в несколько лет забрасывают маленькую смену, следить за уровнем воды, проверять датчики, передавать цифры в центр. Никакой романтики, только работа и изоляция. В этот раз мы прилетели вдвоем, я и Максим. Меня зовут Антон Савельев, я техник. Максим Чеботарев – гидролог и мой старый приятель. Мы знали друг друга еще со студенческих лет, поэтому первые дни прошли спокойно. Разобрали ящики, починили заслонку у дизеля, занесли дрова, разобрались с журналами. Вертолет улетел в тот же день, но до следующей смены мы должны были жить сами по себе. На 4-е утро я, как обычно, поставил чайник и начал доставать посуду. Руки работали на автомате. 2 ложки, 2 тарелки, 2 кружки. Максим сидел у окна и точил нож. «Тох, ты чего? Нас 2. Зачем 3-я тарелка?» Я посмотрел на стол и только тогда заметил лишний прибор. «Сам не знаю», — ответил я. «Показалось, что нас должно быть 3». Я пожал плечами, но сам уже чувствовал, как в голове шевелится неприятное ощущение, будто я забыл что-то очевидное. Не имя, не лицо, именно факт. Что-то 3-й день висело рядом с нами, как незаметная тень. «А прошлый сменщик тут один жил?» «Дед Михей. Его в прошлом месяце увезли после инсульта. А что?» Я не сразу ответил. Перед глазами всплыл образ. Парень в сером пуховике, худой, с сигаретой в зубах, сидит на 3-й кушетке у стены и молча смотрит в одну точку. «Ничего», — сказал я. «Наверное, показалось». Максим фыркнул и убрал нож. «Брось, тут у всех крыша едет на 2-й неделе, но не на 4-й день». Я убрал лишнюю кружку в шкаф, но ощущение не ушло. Наоборот, стало хуже. Весь день я ловил себя на том, что оборачиваюсь в сторону 3-й койки. Там лежали только вещи, рюкзаки и старое одеяло. Но мне все время казалось, что место занято. К вечеру мы пошли к реке, сняли показания, проверили тросы и датчики. Работали молча. Когда вернулись, уже темнело, а дождь стучал по крыше короткими тяжелыми ударами. Максим ушел в радиорубку передавать цифры на базу, а я остался на кухне, разбирая бумаги из старого ящика. Среди них оказался журнал учета документов. На обложке стояла ведомственная печать. Я открыл первую страницу и прочитал вслух. Сначала почти шепотом, потом уже громче. 1 сентября. Прибыли на пост. Состав смены. Начальник поста Вадим Коршунов. Гидролог Максим Чеботарев. Техник Антон Савельев. Я перечитал строку еще раз. 3 имени. Мое имя. Я пролистал дальше. На каждой странице стояли 3 подписи. Ровные, аккуратные. И одна из них была моей. Я позвал Максима. Он вышел из радиорубки бледный, раздраженный. «Чего орешь?» «Посмотри». Я ткнул пальцем в журнал. Он взял его, начал читать и вдруг замер. «Это что еще за бред?» «Ты мне скажи, кто такой Вадим Коршунов?» Максим медленно поднял глаза. «Понятия не имею». Но я видел, что это неправда. Он явно пытался что-то вспомнить. «Макс?» Он потер лоб. «Подожди». И тут его лицо изменилось. Сначала появилось напряжение, потом недоумение, потом почти испуг. «Я его помню. Он с нами летел». Я даже засмеялся, потому что это было проще, чем поверить. Вертолет был только с нами и пилотом. Максим не ответил. Вместо этого он сунул руку в карман куртки и достал пачку сигарет.
Вот это что? На пачке было написано «ментоловые». «И что?» – не понял я. Я вообще уже 3 года как бросил. Он стоял с этой пачкой, как будто нашел улику на собственную жизнь. Тогда из угла, где стояла третья кушетка, потянуло табачным дымом. Резко, отчетливо, как будто кто-то только что сделал затяжку. Мы оба обернулись одновременно. На гвоздике висел серый пуховик. До этого его там не было. Я знаю это точно, потому что проходил мимо стены минуту назад. Пуховик был мокрый, с него капала вода. На полу рядом лежал пепел. Максим схватил топор. Он тут. Кто-то в доме. Я подошел к куртке, сам не понимая зачем. Внутри было ощущение, что если я не проверю карман, случится что-то совсем плохое. Я сунул руку внутрь и достал маленькую тетрадь в кожаном переплете. На первой странице стояла подпись «Вадим Коршунов». На последней записи был сегодняшний день. Я прочитал вслух. Они меня больше не видят. Сначала появилась лишняя кружка, потом они начали путать мое имя. Сегодня утром Антон поставил 2 тарелки вместо 3. Когда я коснулся Максима, он не почувствовал меня. Меня стирают. Если они забудут меня окончательно, я исчезну. Но я не уйду один. Я заберу кого-нибудь из них. У меня пересохло во рту. Максим смотрел не на тетрадь, а куда-то мне за плечо. Ты с кем говоришь? «С тобой?» «Это Вадим писал, он был здесь». Какой еще Вадим? Максим нахмурился. Ты кто вообще такой? Я замер. «Макс? Ты чего несешь?» Он сделал шаг назад. Я тебя не знаю. Я прилетел сюда один. Мне сказали, что здесь я временно один. Внутри меня что-то оборвалось. Я посмотрел на свои руки и впервые заметил, что они будто стали чуть бледнее, чем должны быть. Непрозрачные, нет, но как будто не до конца мои. «Ты издеваешься?» Это ты издеваешься? Я знаю, что меня зовут Максим. Я знаю, что прилетел на пост. Дальше пустота. И теперь ты стоишь передо мной и рассказываешь про какого-то Антона. Журнал лежал на столе. Я раскрыл его снова. На первой странице в строке с моим именем уже было белое пятно. Мое имя замазывали канцелярским штрихом. Аккуратно, будто исправляли ошибку в отчете. Мы с Максимом смотрели на это молча. Потом из радиорубки раздался голос. Сначала шипение, потом чистая связь. «Красный Яр, ответьте базе. Как слышно? Прием». Максим бросился к рации. Сева! Сева, ответь! У нас тут чертовщина! Я не один на посту!» «Максим, Сказал голос пилота. И в нем уже не было обычной живости. подтверди состояние. Первый этап адаптации прошел?» Максим уставился в динамик. «Что за адаптация? Сева, тут какой-то парень говорит, что его Антон зовут, а в журнале другое имя. Забирай меня отсюда!» Пауза была слишком длинной. Потом пилот сказал. «Максим, на гидропост 3 дня назад был доставлен только один человек. Начальник смены Вадим Коршунов. Никакого Максима и никакого Антона в полетных листах нет. Ты на станции один». Рация замолчала. Максим медленно опустил трубку. Нет. Нет, 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 нет. И в этот момент я понял главное. Мы уже не спорим о памяти. Мы спорим о самом факте существования. Я схватил журнал и начал листать. На прошлых страницах мои подписи исчезали одна за другой. На некоторых местах уже оставались только 2 подписи, на других одна, а рядом с датами возникали новые исправления. Мое имя переписывалось, а потом вымарывалось, и каждый раз вместе с ним исчезали мои вещи. Сначала куртка, потом ложка, потом запасной свитер. Надо искать, должно быть что-то еще. Мы перевернули дом вверх дном, в ящиках нашли старые акты, в шкафу пачку засаленных инструкций, под полкой коробку с поломанными батарейками и ржавый фонарь. На одной из полок лежали копии старых сменных журналов, и в каждом повторялось одно и то же. Сначала 3 человека, потом 1 человек пропадает из записей, потом из фотографий, потом из памяти. Последний журнал был старым, но не настолько, чтобы его забыть.
На полях чья-то рука оставила короткую фразу: «Если помнишь себя только ты, долго не протянешь». Это что вообще такое? Мы нашли и другую папку, где хранились отчеты по станции за прошлые годы. Там были сухие технические строки о датчиках, уровне воды и сбоях связи. Но между ними попадались записи не по форме. Жалобы на то, что в сменах не сходится количество людей, что в окне отражается лишний силуэт, что при пересчете всегда не хватает одного имени. На последнем листе стояло: объект Красный Яр, контур самоподдержания, люди внутри подстраиваются под единственную сохраненную версию. Рекомендуется не полагаться на память смены. Я прочитал это вслух, и Максим побелел. То есть, это не мы забываем? Похоже, что не только мы. Снаружи глухо ударило что-то в стену. Мы оба повернулись. Во дворе никого не было, но следы на мокрой земле появились. Один ряд следов шел к двери, другой — от двери. Третий был нечетким, будто его оставили босые ноги. Антон! Вдруг сказал Максим. Я вздрогнул, он впервые за вечер назвал меня по имени. «Да?» Он смотрел мимо меня на стену за спиной. Ты всегда носил эту серую куртку? Я обернулся. На крючке рядом с печкой висел мой собственный пуховик. Серый, влажный, с каплями воды на рукаве. Я не помнил, чтобы снимал его. В кармане лежала фотография. На ней было 3 мужчин у вертолета. Я, Максим и высокий незнакомец в сером пуховике. На обороте было написано: «Сменный состав, 1 сентября». Вадим, Сказал Максим и сглотнул. я его вижу. «Где?» «На фото!» Но когда я посмотрел еще раз, на снимке остались только мы вдвоем. Следующим пропал мой карандаш. Потом половина записей в журнале. Потом из кухни исчезла одна тарелка. Максим начал ходить по дому и повторять одни и те же вещи, словно проверял себя на устойчивость. Меня зовут Максим Чеботарев. Я гидролог. Я работаю здесь. Я прилетел не один. Потом он остановился и, не глядя на меня, спросил. А ты кто? В тот момент я понял, что он уже почти не помнит. Я схватил его за плечи. «Слушай меня. Мы должны оставить следы. Писать везде, где только можно. На столе, на дверях, на стенах. На себе, если надо. Пока хоть что-то остается, мы существуем. Понял?» Он кивнул слишком быстро. Мы взяли мел, уголь, маркер, обломок карандаша. Я написал свое имя на столе, на двери, на раме окна. Максим свое. Потом мы написали имя Вадима, чтобы не дать ему исчезнуть окончательно. Через минуту надпись с дверцы шкафа пропала. Потом исчезла запись на столе. Маркер будто выцветал прямо у нас на глазах. Оно стирает. Не оно. Мы сами стираем друг друга, когда подчиняемся одной версии. Это была единственная мысль, которая хоть как-то объясняла происходящее. Если вокруг остается только одна правда, все остальное сжимается и исчезает. Станция выбирает самое устойчивое имя, а остальные перетирает в пустоту. Ночь прошла плохо. Мы почти не спали. Максим несколько раз начинал говорить о том, что надо уходить, пешком, вдоль реки, но каждый раз быстро замолкал. Дорога была слишком длинной, а погода была плохой. Да и главное, где гарантии, что за стенами поста нас вообще ждет реальный путь? Под утро в радиорубке снова зашипела связь. Красный Яр? Подтвердите число людей на объекте. Максим схватил трубку. Двое! Двое, слышишь, двое! Неверно. На объекте только 1 человек. Нет! 1 человек. Вадим Коршунов. Я в этот момент уже стоял в коридоре и чувствовал, как холодеет грудь. Голос Севы не был злым. Он звучал так, будто читает служебную карту. Сева, скажи мне, кто я. Вспомни сам. Система не принимает лишнее. И связь оборвалась. Максим медленно повернулся ко мне. Я увидел, что лицо у него меняется. Не резко, а как на плохой фотографии. Черты чуть смазываются, скулы становятся другими, взгляд чужим. Он схватился за голову. Антон! Сказал он и запнулся.
Или... нет. Я понял. Теперь его очередь. Я начал кричать его имя, требовать, чтобы он повторял фамилию, даты, все подряд. Учеба, Ладога, наш первый экзамен, баня перед вылетом. Он повторял, но с каждой фразой запинался все сильнее. Слова будто вываливались из него. Потом он посмотрел на меня с ужасом. Я помню только, что нас было 3. В этот момент в коридоре послышались шаги. Мы оба обернулись. Из радиорубки вышел Вадим. Он был в сером пуховике, как на фото. Лицо обычное, спокойное, почти без эмоций. Ни призрак, ни тень. Живой человек, если это слово еще подходило. Он посмотрел на нас и сказал: Наконец-то вы договорились. Максим поднял топор, но рука у него дрогнула. Ты кто? Тот, кого вы уже почти забыли. И тот, кто останется, когда вы закончитесь. Я попытался вспомнить, было ли у него раньше другое лицо, но не смог. Что это за место? Не место. Фильтр. Сюда завозят людей по 3, чтобы система могла выбрать устойчивую схему. 2 лишних стираются, 1 остается. Иногда остается тот, кого удобнее сохранить. Иногда тот, кто первым согласился, что остальные были ошибкой. Но зачем? Вадим пожал плечами. Для отчета, для стабильности, для того, чтобы на бумаге все сходилось. Максим вдруг бросился на него с топором. Вадим даже не отступил. Топор прошел мимо, задев дверной косяк. Максим замер, словно сам не понял, почему промахнулся. Ты уже не совсем здесь. И действительно, Максим дрожал, а его контур будто расплывался. Не исчезал сразу, а терял плотность. Я понял, что скоро он станет тем, кем его запишут. «Не слушай его! Макс, смотри на меня!» Он посмотрел и вдруг узнал. Тоха, Сказал он, как будто вынырнул из воды. напиши где-нибудь сейчас. Я бросился к столу и схватил карандаш. На обрывке старой газеты я написал: «Нас 3. Антон, Максим, Вадим. Если ты читаешь это, не верь первой версии». Вадим наблюдал молча. Это не поможет. Может и нет, но хоть что-то останется. Станция как будто вздрогнула. Не буквально. Просто весь дом на секунду будто стал меньше. Я это почувствовал плечами, кожей, дыханием. Вадим посмотрел на стену, потом на нас. Значит, выбрали память. Максим уже стоял рядом со мной. Его лицо снова было человеческим, но очень усталым. Что теперь? Я посмотрел на печку, на журнал, на рацию. Теперь надо уйти от прямой связи. Если система держится на отчетах и пересчете, надо оборвать канал, сжечь журнал, сломать рацию, убрать все, что связывает нас с единственной записью. А если и мы вместе с этим исчезнем? Тогда хотя бы не по их версии. Мы сделали все быстро. Журнал улетел в печку, рация замолчала после удара топором, часть документов пошла в огонь. Вадим не мешал, он только стоял и смотрел, как горят листы. Потом сказал: Поздно. Я уже закрепился. «За счет чего?» Он кивнул на меня. И тут я понял. Он не просто остался, он давно ждал момента, когда мы начнем считать его единственным. Когда мы поверим, что один из нас лишний. Максим вдруг побледнел и сел на пол. Антон, я не помню, как ты выглядишь. Я подошел к нему и схватил за руку. «Слушай внимательно. Я здесь, я настоящий. Пока ты меня слышишь, я есть». Он кивнул, но уже с трудом. Вадим наклонился к столу и спокойно взял одну кружку, потом вторую. Одну поставил в шкаф, другую помыл. На столе осталась только одна тарелка и одна кружка. Порядок восстановлен. И в этот момент я понял, что борьба не закончилась, просто сместилась. Если он станет единственным, нас не станет в памяти, но мы можем оставить след в другом месте. Я вытащил карандаш и начал писать не на бумаге, а прямо на собственной ладони. Имя, фамилия, дата,
все, что мог. Потом на запястье Максима. Он повторял за мной, пока мог. Потом он улыбнулся, очень слабо, и спросил. Мы правда были трое? Да, были. Это, кажется, было последним, что он заметил. С тех пор прошло много времени, если вообще можно говорить о времени в таком месте. Я пишу это на обрывках бумаги, на стене, на внутренней стороне дверей, на всем, что подвернется. Иногда Вадим пытается выбросить записку в печку, иногда просто не замечает их. Иногда он называет меня неправильным именем. Иногда вообще не смотрит в мою сторону. Максим почти исчез. Не сразу, не резко. Просто стал тише, потом бледнее, потом реже. Иногда я слышу его голос за стеной, но не всегда понимаю, это он или память о нем. Я пока еще держусь. Если когда-нибудь вы получите журнал с гидропоста «Красный Яр» и увидите там только одну подпись, не верьте. Если по радио вам скажут, что на посту один человек, а вы помните троих, не слушайте радио. И если на столе окажется лишняя кружка, лучше не убирайте ее. Потому что лишняя вещь – это не ошибка. Это тот, кто еще не успел исчезнуть. Красный Яр, ответьте базе. Как слышно? Прием. Прием. Красный Яр, ответьте базе.